Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю сочный домашний донер-кебаб, приготовленный в духовке из говяжьего фарша. Мясо получается мягким, сочным, румяным сверху, как у уличного донера. Подаю впиток с запеченными овощами, маринованным луком и соусом. Сказать, что это вкусно, это ничего не сказать. Обязательно приготовьте. Я уверена, такое блюдо оценят все домашние. Для рецепта мне понадобится сначала подготовлю фарш. В чашу блендера я отправляю 2 зубчика чеснока. Также добавляю лук. Немного его разрежу, чтобы легче было измельчать. Лук и чеснок сильно мелко не измельчаю, чтобы были кусочки. Если хотите, их можно просто порезать ножом. Добавляю лук и чеснок к фаршу. Кстати, я использую фарш говядины. Можете использовать любой фарш, какой хотите. По вкусу добавляю соль, черный перец. Также я добавляю сушеный чеснок, 1 чайную ложку, сушеный лук, также 1 чайную ложку, смесь трав для барбекю и чайную ложку кумина. Конечно, вы можете использовать любые специи, какие вы любите. И теперь я хорошо все вымешиваю до однородности. Чтобы фарш хорошо держал форму, его можно даже слегка отбить. Мне понадобится несколько листов пергаментной бумаги. На лист пергамента я выкладываю часть фарша. Немного распределяю. Накрываю вторым куском пергаментной бумаги и раскатываю скалкой в тонкий пласт. Вообще, этот способ приготовления кебаба завирусился в одной известной социальной сети. Мне он очень понравился. Я попробовала этот рецепт дома и считаю, что обязана просто вам его показать, если вы еще не видели. Так как готовится все очень просто и получается необычайно вкусно. Раскатываем фарш максимально тонко. Можно иногда приподнимать пергамент. И продолжаем раскатывать. Посмотрите, пласт я раскатала очень тонко. И не надо делать слишком широким вот это полотно, чтобы все быстро пропекалось. Теперь я все сворачиваю вот таким рулетиком. Получается вот такая полоска. Переношу все на противень. Я его выстелила пергаментной бумагой, а снизу выстелила фольгу. Просто для того, чтобы меньше было мышц. Точно таким же образом формирую рулеты из оставшегося фарша. Перекладываю на противень. Можно вот так вот немного подвинуть, потому что сюда я еще хочу положить овощи. У меня это болгарский перец 2 цветов, красный и зеленый. Я просто срезаю вот таким образом, чтобы не было семян. И также у меня вот такой один большущий помидор. Разрезаю. Сюда можно добавить еще лук, если хотите. Овощи я немного солю. И также добавляю смесь для барбекю. Сбрызну оливковым маслом. И все отправляю запекаться в хорошо разогретую до 200 градусов духовку примерно на 25-30 минут. Мне надо, чтобы фарш хорошо приготовился. Я вот сейчас его вот таким образом раздвигаю.
Быстренько готовим соус. У меня здесь майонез, 3-4 столовые ложки. Добавляю пару столовых ложек кетчупа и добавляю sweet chili соус. Это сладкий острый соус. 1 столовую ложку. Ну или по вкусу, как вы хотите. Натру на мелкой терке пару зубчиков чеснока. Можно еще добавить немного черного перца. Перемешиваю, и соус готов. Также я приготовлю маринованный лук. 2 небольшие красные луковицы режу полукольцами. Не обязательно резать тонко. Лучше резать такими средними кусочками. Перекладываю лук в миску. Порежу небольшой пучок петрушки. Можно использовать любую зелень. Добавляю немного соли, где-то столовую ложку сахара и выдавливаю примерно столовую ложку лимонного сока. Хорошо все перемешиваю и оставляю постоять минут на 5. И лук готов. И я очень люблю именно маринованный лук с лимоном. Никакого уксуса. Это получается так вкусно, очень сочно, ароматно и свежо. У меня прошло 30 минут. Посмотрите, какая красота получилась. Овощи уже хорошо запеклись, и я их снимаю на тарелку. И теперь я вам покажу, какое получилось мясо. Посмотрите, я сейчас беру вот этот лист пергамента и его разворачиваю. Ну, какая же это красота! Сколько сока здесь! Убираю пергамент. Какое тончайшее мясо получилось. И оно невероятно сочное. Вот здесь вот мясо, которое было сверху в пергаменте, оно подрумянилось. Я разворачиваю остальное мясо. Как это вкусно! Все мясо полностью уже готово. Но я хочу его немного как бы подрумянить еще в духовке. Поэтому я сейчас духовку включаю на гриль и отправляю все еще буквально на пару минут в духовку, чтобы мясо сверху подрумянилось. Попробую кусочек, это так вкусно. Посмотрите, хорошо держит форму. Великолепно. И как видите, сегодня я буду все подавать вот в таких лепешках-питах. Кстати, как сделать такие лепешки-питы дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. У меня на столе просто не хватает места, чтобы показать всю эту красоту. И теперь собираем наш кебаб. Берем питу. Внутрь я выкладываю листик салата. Теперь я беру овощи. Это у меня перчик, помидор. Добавляю мясо. Теперь соус и маринованный лук. Кебаб получился невероятно вкусный. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!